Пробег на данный момент на автомобиле около 16 тысяч. При установке тюнинговых распредвалов на Ravon R2 и Spark M300 с 2020 года нам потребуется снять клапанную крышку, свечи, слить антифриз, снять генератор, помпу, снять поддон двигателя, шкив, переднюю лобовину, цепи, фазовращатели. И только тогда мы доберемся до распредвалов. Ну что ж, приступаем. Очень часто на этих моторах при сборке и установке распредвалов выясняется, что не в очень хорошем состоянии гидрики. На этот случай мы приготовили комплект гидрокомпенсаторов, если они потребуются. Мы их всегда держим в наличии для того, чтобы не удлинять время сборки и разборки автомобиля и установки валов. То есть у нас все всегда в наличии и не затрудняет процесс ремонта. Итак, сняли воздушный фильтр, дроссель, поддержки, открутили катушки зажигания, вынули, открутили свечи зажигания, отсоединили часть проводки от датчиков, поддержку сзади отвернули, чтобы было добраться до болтов задних. Сейчас отвернули болты крепления клапанов управления фазовращателями. Мы их будем снимать с клапанной крышки, потому что болты с этой стороны хоть еще можно подлезть, с той стороны под клапаном болт крепления клапанной крышки просто не отвернуть. То есть для снятия клапанной крышки приходится снимать клапана управления фазовращателями. Дроссельный узел мы будем дорабатывать, чистить, дорабатывать. То есть на сегодняшний день он при пробеге 16 тысяч уже немного стал грязным. Мы его отмоем и доработаем. Для дальнейшей разборки нам понадобится снять колесо с пассажирской стороны и, соответственно, все подкрылки, которые нам будут мешать, защиту и так далее. Интересные диски, как написано, производство Японии. На данном автомобиле установлено. Размерностью R15. Резина стоит 185 на 55. Индекс нагрузки 82 на данной покрышке. Также на автомобиле установлены, похоже, неродные пружины для занижения. Это мы спросим у хозяина ради интереса. Сзади также стоят неродные пружины с переменным шагом. Итак, демонтировали защиту, локеры. Для дальнейшей разборки нам понадобится слить моторное масло, открутить приемную трубу, снять приводные ремни, шкив. Демонтировали приводные ремни, отвернули болт шкива коленвала. Шкив тут просто так не снять. Он сидит очень на сильной посадке на переходной втулке коленвала. То есть тут не сразу коленвал, а переходная втулка. И когда начинаешь спрессовывать, втулка сходит переходная с коленвала и начинает все это болтаться, он не снимается. То есть тут только можно снять специальным съемником, чтобы его не изуродовать. Отвернули приемную трубу, отвернули проводку от генератора. Для демонтажа шкива мы используем такой специальный съемник, который зацепляется за шкив за ручьи и аккуратно его снимает, не уродуя. Вот так вот устанавливается шкив и начинаем стягивать его с
переходной втулки. Вот так вот за несколько секунд при наличии инструмента снимается данный шкив с переходной втулки коленвала. Без мутиков, без уродования деталей и так далее. Как видим, шкив целый, невредимый и так далее. Демонтируем бачок, то есть верхние шланги, полностью его снимаем. Нижний шланг. Обратите внимание, трубка, которая усиливает штуцер, который идет обратно с двигателя, трубка, усиливающая данный штуцер, она вылезла. То есть от высокой температуры в двигателе пластик расширяется, и от вибрации, то есть шланг передает вибрацию от двигателя, постепенно втулка, трубочка выходит из штуцера бачка. И соответственно, начинает, когда потихоньку теребит шланг штуцер, возникает после трещины. Обычно они возникают после 60 тысяч. Для того, чтобы это не возникало, надо следить, чтобы трубка не выходила из штуцера. Вот. А еще желательно понизить температуру двигателя, чтобы и снизить нагрузку тепловую с мотора и коробки, и продлить жизнь и пластику, и другим пластиком, и шлангам и так далее. Обязательно, то есть меняется вот этот термостат штатный с подогревом на обычный, перепрограммируется прошивками Ravon R2 Drive, и все, и снижается тепловая нагрузка. Так что следите за штуцерами, дольше проживут бачки. Сняли клапана фазовращателей, все чистенько, новенькое, вкладываем в сторону. Демонтирован генератор, корпус с помпой также отвернуто от блока, так как они мешают, шкив мешает отвернуть и снять лобовину двигателя. Откручены снизу болты передней крышки, откручены болты поддона. Сейчас снимаем поддон и опускаем мотор вниз. Придется его ставить на подставку и уже снимать опору и клапанную крышку с передней частью двигателя. Демонтирован поддон двигателя с маслозаборником. Демонтирована опора двигателя. Отвернули все болты крепления лобовины, клапанной крышки. Для снятия клапанной крышки обязательно надо снимать датчик впускного распредвала. Просто расстояние до коллектора очень маленькое, он будет упираться, клапанной крышкой не снимется без снятия данного датчика. Демонтирована клапанная крышка. Двигатель чистенький, пробег всего 16 тысяч. Сейчас будем демонтировать переднюю крышку, далее цепь, возвращатели, снимать распредвалы, гидротолкатели и устанавливать новые подпятники и новые валы перешлифованные. Демонтирована передняя крышка, в составе которой находится масляный насос. Нижняя метка — это у нас шпонка к приливу на блоке. Сверху у нас находится метка краской, также там присутствует сверление, также и на второй шестерне.
И вот так вот находятся метки относительно отверстий от канала фазовращателей. Приступаем к демонтажу фазовращателей, цепи, гидронатяжителя. Гидронатяжитель здесь фиксируемый, то есть по мере выдвижения из корпуса плунжер фиксируется и обратно не заходит. Распредвалы и гидротолкатели демонтированы. Сейчас все вычищаем и начнем устанавливать гидроконденсаторы и перешлифованные распредвалы и собирать в обратной последовательности. Вот у нас сняты фазовращатели, они впускной и выпускной разные. Гидронатяжитель цепи, башмак, цепь, крышки распредвалов, сами распредвалы, гидротолкатели, новые валы подготовлены к установке. Также подпятники. Сейчас начинаем мыть перед сборкой деталей и устанавливать. Установили подпятники. На впуск у нас устанавливаются подпятники, на выпуске у нас подпятников нету. Итак, начинаем сборку. Устанавливаем гидротолкатели. Установили гидрики, из них 8 новых. Начинаем установку распредвалов. Установлены тюнинговые распредвалы, установлены фазовращатели, башмак, гидронатяжитель, цепь одета. Все, метки совпали. И на впуске, и на выпуске, и на коленвалу. Можно ставить лобовину двигателя. Начинаем подсобирать низ. Установили шкив, помпу с корпусом. Установили кронштейн генератора. На нем уже крепится и натяжной ролик ремня генератора с помпой. Сейчас будем ставить генератор, включать его. После поставим маслозаборник, поддон, приемную трубу. Итак, сборка продолжается. Установили генератор, собираем все вокруг. Дело ближется к закрытию клапанной крышки. Вот. Сейчас закрутим свечи. По просьбе клиента зальем новое масло с фильтром. Продолжаем. Низ подсобран. Теперь устанавливаем поддон. Затем крепим приемную трубу. Установлена приемная труба. Закреплена. Сейчас заменим масляный фильтр. Замоем трубу от остатков масла. Ремни установлены. Ставим локеры, ставим защиту и колесо. Итак, мотор полностью собран, готов к первому запуску. Запускаем мотор. Первый пуск. Посмотрим, какой у нас работает моторчик.
мотор работает ровно. Посторонних шумов нету. Прогреваем мотор. После заливаем под валы прошивку R2 Drive. Заливаем прошивку под валы. Все, началась запись. Заливаем откорректированной калибровки. Запись прошла успешно. Заводим мотор. Параметры соответствуют мотору с валами, так что все нормально. Укладываемся в заданные диапазоны, которые должны быть для этого мотора. Мотор работает хорошо, ровненько. Ну, можно отдавать машину клиенту. Спасибо всем, кто досмотрел. До свидания.